Друзья, в игре у нас наконец-то стартовали зеркальные самоцветы события, которые мы все так долго ждали. Blizzard приурочил этот старт к Черной пятнице. Сегодня у нас пятница и черная, и событие это продлится до 4 декабря. И это очень хороший способ вместе с событием с повышенным дропом бурлящего исхода посмотреть, как нам повезет, испытать, так сказать, удачу. У меня немножечко накопилось глифов, поэтому в этом ролике мы пробежим с вами 4 или 5 раз, и один из них забег мы сделаем с зеркальными самоцветами и посмотрим, повезет мне или нет. И, друзья, с вами Вас2232, и на этом канале я делаю обзоры по игре Diablo Immortal. Если ты увлекаешься игрой Diablo Immortal, то обязательно подписывайся на мой канал. Ну и также экстерном поставь лайк, независимо от того, какой дроп у меня будет. И напоминаю, что у меня есть еще телеграм-канал DI Tools по Diablo Immortal, где мы обсуждаем и публикуем все эти новости, комментарии, и также разыгрываем там усиленный боевой пропуск коллекционера, поэтому обязательно подписывайся и на телеграм-канал DI Tools. В общем, друзья, устраивайтесь поудобней и всем приятного просмотра. И, наверное, первое, что мы сделаем, это посмотрим, сколько вообще у меня есть глифов и сколько мы еще можем скрафтить. Я надеюсь, что у меня будет где-то на 5 забегов. Ну, давайте посмотрим. Давайте сначала посмотрим в нашем инвентаре. И в инвентаре у меня... Кстати, друзья, вы заметили, что изменилась раскладка инвентаря? Я ничего не делал, но теперь все сундучки у меня сверху. Раньше глифы, по-моему, были сверху, и также иконка рынка. У меня 33 глифа. Еще у меня 2020 сфер, это мы где-то сможем 12 штучек купить. Итого это 45. И нам нужно еще, ну, хотя бы 5 скрафтить, чтобы было на 5 забегов. Давайте тогда подойдем к Serial, нажмем «Обработка самоцветов», и здесь во вкладочке «Создание» мы можем создать... О, да мы можем достаточно много создать. У меня 2400 мерцающего угля. Друзья, это очень классный ресурс. Вам нужно выполнять еженедельный кап по забегам по древнему порталу и набирать по 400 этого мерцающего угля каждую неделю. И 320 штучек вы всегда можете потратить на вечный легендарный глиф, из которого вам выпадет вечный... Не вечный, просто легендарный самоцвет. И если он будет 5 звезд, вы представляете, сколько вы можете поднять платины на рынке, если не будете использовать его для прокачки. Давайте создавать. Наверное, мы создадим по максимуму, почему бы и нет. Создаем 7 штучек и смотрим, сколько у нас в результате получилось глифов. И получилось у нас аж 40 штук. Нам нужно за сферы купить всего 10 штучек. Пойдемте к продавцу глифов. И вот мы уже здесь подходим к продавцу и смотрим. Да, кстати, очень интересный момент. Теперь каждую неделю после изменений механики теней мы можем получить купон вечного легендарного глифа, если наш клан, по-моему, находится в первой 20-ке что-то. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если я не прав, но все время в субботу, когда мы сражаемся, я получаю этот вечный купон. Я не покупаю этот глиф, потому что я не трачу платину, и, наверное, зря вот мне сейчас приходится тратить сферы. Но вот теперь такая особенность у игры. Также каждую неделю я захожу к продавцу эфисов, и у меня уже второй раз есть возможность купить легендарный глиф. В общем, классные изменения. Глифов становится больше, но дроп становится хуже. Давайте не будем устраивать демагогию. Быстренько покупаем. Мы можем за 1600 платины купить обычный глифик. Но, наверное, мы купим... Давайте его купим, чтобы меньше сфер потратить. Почему бы и нет. И купим 9 штучек
А, кстати, меня учили, что, оказывается, можно не только плюсик нажимать, но и нажать на восьмерочку и просто нажать девятку. Вот. Мы не будем тратить на это много времени. Покупаем 9 штучек, и теперь, если я правильно посчитал, у меня будет ровно 50 штук. 34 плюс 16. Сколько будет? 50. Да, все, 5 забегов у нас гарантированы. И, друзья, начинается самый интересный момент. Давайте подойдем к древнему порталу и решим, когда же ставить эту чертову галочку. И тут все очень интересно, потому что на прошлом событии, когда у нас был повышенный дроп призрачного витка, у меня было 100 глифов, и я делал ролик с забегом на 100 глифов. И там я все размышлял, куда же поставить эту чертову галочку, и поставил ее именно туда, куда ставить не надо было, и мне выпал один корм. Это был неудачный забег на 100 глифов. И, в общем, зеркальные самоцветы я, можно сказать, просрал. Но потом я пробежал еще 40 глифов, из вечных легендарных глифов мне выпал 5-звездный камень. С моего последнего забега с вечными легендарными глифами мне выпал 5-звездный, по-моему, это как раз был призрачный виток. Но с обычных легендарных глифов я получил 2 5-звездных камня с 2 забегов, но на последнем забеге, как раз мои забеги в древнем портале, закончились на обычных легендарных глифов, где я не получил 5-звездных камней. И здесь нужно поразмышлять, какая же все-таки будет вероятность, что мне выпадет 5-звездный камень, когда я буду бегать обычные легендарные глифы или когда я буду бегать вечные легендарные глифы. Я уже сделал пост об этом в телеграм-канале DI Tools, но, блин, я даже не знаю, мне так хочется получить копию 5-звездного камня, что я боюсь ставить эту галочку. Ну что, давайте мы с вами перейдем к забегам и, наверное, мы начнем с вечных легендарных глифов. И так как мне упал с предыдущего забега с вечных легендарных глифов камень, я думаю, что мне не выпадет сейчас при забеге с вечных легендарных глифов камень, но я все равно поставлю галочку, потому что вероятности Blizzard — это такая же рулетка, как фантомная рулетка, которая идет прямо сейчас, о которой я писал в телеграм-канале. Давайте проверим наш дроп. Мы хотим получать бурлящий исход с максимальной вероятностью, потому что мы хотим прокачивать именно бурлящий исход в моем билде. Ну и добавляем, наверное, да, тогда мы меняем вероятности, добавляем 1, 2, 3, добавляем еще сюда 7, ставим галочку, легендарные самоцветы, проверяем, что у нас повышенный дроп именно нужных камней, друзья. Ну и с Богом. Я очень надеюсь, что мне повезет, но мне кажется, что я делаю глупость. Вы, пожалуйста, пишите в комментариях, не дожидаясь конца этого ролика, какой я идиот. С прошлого дропа, напоминаю, мне был 5-звездный камень, и я его бегу еще раз с зеркальными самоцветами. Ну не идиот. И, друзья, как всегда, я буду прокручивать до босса, чтобы не томить вас этим скучным забегом. А смотрите, у нас здесь не самый скучный портал. Видите, у нас появляются гоблины. Друзья, обожаю этот быстрый билд. Сейчас ссылочка на описание этого билда появится на экране. Но уже размышляя о том, какие камни у меня стоят в этом билде, я думаю, что он требует апгрейда. Я думаю заменить череп скорби на искру бездны. Что вы об этом думаете, напишите в комментариях. В общем, скоро, наверное, выпущу ролик с его апдейтом. И, друзья, мы подходим к боссу. В общем, он у нас где-то появляется. Почему-то не появился портал. Ну, кстати, когда ты один бегаешь, по-моему, портала не появляется. В общем, мы убиваем босса и очень надеемся на белый свет. Очень. И, естественно, друзья, нам
не везет. Я полный идиот. Я полный идиот. Я надеялся, конечно, на какую-то удачу от Blizzard, но, друзья, если, главный вывод из этого, что если вы в предыдущем забеге получили с вечных легендарных глифов пятизвездный камень, то в следующем высока вероятность, что вы не получите. Бывает, конечно, достаточно часто, что ты подряд получаешь 2 раза подряд пятизвездные камни, но в этот раз мне не повезло. Скорее всего, я получу какие-то пятизвездные копии из других забегов. Но сейчас я получил опять корм. В общем, вторые мои зеркальные самоцветы подряд совершенно неудачные. И я честно скажу, что я действительно идиот. В следующий раз я не буду использовать такую механику забегов и, конечно же, буду хотя бы делать через дроп. Если упал пятизвездный камень, то следующий никогда не ставьте галочку «Зеркальные самоцветы». В общем, давайте быстренько смотрим, что у нас тут и навыпадало. Но выпадал, я вижу один, что корм у нас... Блин, как бы мне на эту бомбу... Блин, я все-таки на нее попал. И давайте смотреть. Это худший дроп в моей жизни. Худший дроп, неизбывное проклятие камень, конечно, который я прокачиваю. Но, в общем, у меня 20 единиц силы самоцвета. Полная хренотень. Ну, ничего страшного, друзья, у нас есть еще 4 забега. Здесь уже нет этой мозолящей глаза галочки, которая заставляет тебя нервничать. Поэтому, друзья, входим и продолжаем наши забеги. Это у нас второй забег. И, как всегда, я не собираюсь вас мучить, поэтому, друзья, встретимся у босса. Но интересно, опять здесь гоблины. Мне везет в этот раз с гоблинами. Но я думаю, это тоже какая-то фигня, связанная с Черной Пятницей, возможно. Напишите в комментариях, возможно, где-то в китайском патчноуте об этом было написано. Уже второй раз подряд мне попадаются алчные гоблины в древнем портале. И вот у нас появляется боссик. Давай мы к тебе перейдем прям. Действительно, появляются порталы, когда ты даже один бегаешь. Ну и здесь, скорее всего, у меня будет белый свет практически точно. Нет, началась полоса неудач. Блин, полная хренотень. 2 забега подряд, при том, что в этом забеге были обычные легендарные глифы, с которых с последнего забега я ничего не получил. И у меня опять мега просто неудача. Может быть, это потому, что все эти глифы я накопил без доната. Вот эти 50 штучек, это все, как я бегал. И единственное, что я покупал, это сервисы игры. Я не покупал никаких комплектов. И вот за примерно месяц у меня накопилось достаточно много. Ну, плюс сервисы игры. Конечно, тут тропа гения, она, по-моему, называется. Там штук 12, по-моему, глифов можно было получить из сфер, которые мы купили. Но, в общем, я не знаю, игра меня перестала любить. Что такое? Давайте разбираться, что у нас здесь. Тоже полная фигня, хотя 3 двухзвездных камня. И, в общем-то, все достаточно хорошие. Но укус гадюки у меня есть прокачанный, я его больше не качаю. Хватку боли я хочу качать до 10 уровня, у меня сейчас она на 6. И это тоже один из поводов обновить свои билды, в которых используется хватка боли с 6 сразу на 8 уровень ее прокачать, чтобы увеличить урон по противникам, на которых действует периодичка, друзья. В общем, выходим и бежим следующий забег. И, друзья, в следующем забеге у нас уже просто нет вариантов. У нас осталось 30 обычных легендарных глифов. Входим. И напоминаю, что за 2 забега я просто выбросил 20 глифов, получив исключительно силу самоцветов. Я никаких нужных камней не получил. Бурлящий исход, который так всем усиленно падает на Reddit, мне ни разу еще не выпал, а мне нужен всего 1 камень для того, чтобы качать до 6 уровня. Ну, конечно, мне там нужно огромное количество корма, и вот этот корм мы как раз будем использовать тоже для прокачки. Бурлящий исход — это очень крутой камень. Я считаю, что это самый лучший камень в игре, потому что он бустует наш критический
урона, вероятность именно критического удара. И его, конечно, нужно качать до четных значений. 4, 6 и 8 уровень. 8, наверное, для меня недостижим, но 6 я точно хочу прокачать. И там очень нужно много силы самоцветов, помимо 6 копий. Но процесс, друзья, идет. Ужасный портал, так долго здесь бегаешь, но вот наконец-то боссик у нас появился. Я думаю, что все-таки, так как это делается с джойстика, вот так. Я думаю, что мне здесь все-таки будет белый свет, ну не может не вести 3 раза подряд. Ну, естественно, у нас здесь белый свет, и я, скорее всего, получу только одну копию, привязанную копию. По-моему, это был фрагмент преисподней. Господи, это ж такой... древний камень, нахер он нужен? Но это тоже корм будет. Да? Ну, какая фигня. Кто вообще пользуется этим камнем? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Я иногда на поле боя вижу игроков с большим резонансом, но с совершенно странным подбором камней. И вот среди них есть этот камень. Давайте быстренько собираем и смотрим, что у нас тут в дропе. Немножечко есть и двухзвездных камней, я вижу. И у нас хватка боли. Да, мы ее выбрали с повышенным дропом. Но вот этот фрагмент преисподней, конечно, я буду использовать как 32 корма. Ну что, бежим в 4-й раз. И, друзья, у нас осталось всего 20 глифов и 2 забега. И напоминаю, что пока что у меня полный булщит. Это худший дроп за мои последние 3 раза подряд забеги по древнему порталу. Ничего годного, кроме хватки боли, которую я мог и просто скрафтить у подмастерья ювелира, я не получил. В общем, друзья, я надеюсь, что раз не везет мне, то повезет вам, поэтому обязательно делитесь своим дропом в комментариях в телеграм-канале к одноименному посту о зеркальных самоцветах. Мне будет очень интересно узнать, кому же все-таки повезло в этом зеркальном событии. Так, ну и у нас уже босс вот-вот должен появиться. Он появляется. Давай нам опять 5-звездный камень, но что-то мне говорит, что мне здесь ничего не выпадет, будет желтый свет. Давайте... Нет, белый свет, видите, 2 раза подряд везет. Если 3 раза подряд не везет, то потом может вести 2 раза подряд. Ну и как думаете, будет здесь бурляха 5 из 5? Я пока не вижу его среди наименований. Ой, куда-то я далеко. Бурлящий исход, друзья, бурлящий исход. Осталось только понадеяться, что он будет 5 из 5, чтобы апнуть мой камень с 4 из 5 на 5 из 5. Давайте мы очень аккуратненько будем поднимать. Ну и давайте шаманим. 5 из 5, 5 из 5, 5 из 5. Берем. И здесь бурляха, обычная копия, 2 из 5. Но все равно это очень хороший дроп, я считаю, потому что... Кстати, как раз дроп, вот у меня повышенные бурляхи и хватки боли, и как раз они выпали в этом дропе. Теперь у меня есть все ресурсы, имею в виду копии 5-звездных камней, для того, чтобы прокачать бурлящий исход до 6 уровня. И дело осталось только за силой самоцвета, поэтому в ближайшем ролике я буду обновлять билд, а этот камень входит во все мои билды, он дает повышенный крит-шанс, и обязательно я запишу его ап до 6 уровня и замерим с вами урон. Бежим, последний забег. Ну что, друзья, последний забег у нас не самого удачного, но и не самого худшего события зеркальные самоцветы. На зеркалках мне ничего не выпало. Это 5-й забег. Пока что я получил только 2 камня, 5 звезд, оба 2 из 5. Первый исключительно на корм, ну и второй у нас была копия бурлящего исхода. Я думаю, что 5-й забег у нас не принесет ничего, потому что 2 забега подряд мы получали 5-звездные камни, но мы должны это сделать, чтобы еще следующий мой ролик, где я буду опять бегать по порталу, принес хоть какие-то результаты. Будем ждать уже следующих зеркальных самоцветов. Забегаем 5-й раз и смотрим, повезет нам или нет.
Как всегда, друзья, встретимся у босса, друзья, встретимся у босса, так что не отключайтесь. Ну, это, кстати, мне нравится вот этот портал, потому что здесь очень быстро восстанавливаются умения, а у охотника на демонов, особенно когда у тебя билд на автоатаку, чем чаще ты активируешь умения, тем больше ты дамажишь. Плюс они вдвойне вылетают, когда ты совершаешь рывки. И у нас сразу же появляется босс. Извините, что я вас немножечко замучил своей болтовней. И тут у нас, конечно же, ничего, как и следовало ожидать. В общем, дроп, друзья, такой себе. Из 50 глифов я получил 2 пятизвездных камня, фрагмент преисподней, ненужный мне камень. Ну и также я получил 1 копию 2 из 5 бурлящего исхода. Вот такой, кстати, вы посмотрите, это один из самых лучших дропов обычных камней, не пятизвездных, которые я видел. Здесь 6 копий 2-звездных. Давайте пересчитаем, сколько это в силу самоцветов. Да? 2-звездный камень у нас дает 4 единицы силы самоцвета. Это получается 6 на 4, 24. И еще 4 камня однозвездных. Это получается 28 единиц силы самоцветов. Это вполне неплохо, практически как будто если тебе упал пятизвездный камень. Если все это пересчитывать на силу самоцветов, потому что тебе в любом случае нужно качать свои пятизвездные копии, это в принципе очень хороший дроп. Пишите в комментариях, что об этом думаете. Я думаю, что у меня хватки боли уже достаточно, если мы быстренько посмотрим, что за задержка была вообще. Если мы быстренько посмотрим, на сколько у меня копий хватки боли, 15 плюс 5, 20. И здесь у меня еще 3-го уровня. А камень... он у меня, по-моему, в другом билде стоит. Но вот он стоит. Он у меня питает колоссальную машину как раз 6-го уровня и дает 186 единиц силы самоцветов. У меня все пятизвездные камни, они спящие. Почему так и как работает эта система резонанса, друзья, обязательно посмотрите вот в этом ролике. Он объясняет, как максимально выгодно качать пятизвездные камни, а также откуда брать эту бесплатную силу самоцветов за счет резонирующих камней. В общем, я думаю, что у меня очень много ресурсов для прокачки какого-либо из камней, но давайте сейчас выйдем из портала и разберемся, что мы будем делать в первую очередь. И, друзья, для того, чтобы разобраться, наверное, мне придется сменить билд. Мы сменим на наш домашний PvE билд, на котором у меня максимальный резонанс. И там у меня как раз нужный набор камней, которые я хочу прокачивать. Вот смотрите, вот этот пул из камней, колоссальная машина, окровавленный нефрит и бурлящий исход у меня на всех билдах, потому что они отлично работают как на умение, так и на основную атаку. Хватку боли я использую только на своем домашнем билде, я даже не использую ее на быстром билде, но при этом я использую еще фантомное стекло на своем, по-моему... давайте посмотрим, да, сменить шаблон, если я быстрый билд. Да, у меня фантомное стекло находится в моем быстром билде, я ее тоже использую везде. Но вот призрачный виточек я использую только на PvP и домашнем билде. И здесь он у меня запитан как раз черепом скорби. Что я думаю? Я думаю, что я буду, конечно же, качать бурлящий исход. Вы видите, что он у меня плюс 16% к прогрессу. Это значит, что мне нужно еще 5 копий при динамической прокачке. И давайте посмотрим, сколько у меня копий бурлящего исхода. А бурлящего исхода у меня 1, 2, 3... Почему 4? Где 5-я копия? Охренеть. Нам еще 1 копия нужна бурлящего исхода. Там, по-моему, 6 нужно с перехода с 5 на 6 уровень. Если я правильно помню. Но если 16%, то да, нужно... Блин, у меня еще 1 копии не хватает. А давайте посмотрим, сколько вообще все это барахло стоит на рынке.
рынок у нас вообще сошел с ума. Ну, бурлящие исходы, естественно, сейчас по сниженной цене, потому что у них повышенный дроп, и, в принципе, здесь за 45 штук платины можно купить что-то. Видите, их активно скупают, те, у кого есть много платины. Ну и давайте посмотрим, где у нас самая низкая цена. Начинается с 49 600. Я думаю, что реально за 45 тысяч его купить, просто подгадать время, это нужно сидеть, отслеживать. Но что касается колоссальной машины, то это, смотрите, немножечко изменилось. Ну, самая низкая цена у нас, естественно, вся забита сердечками, а вот то, что мы можем свободно купить, начинается 90 тысяч, поэтому этот камень сейчас для таких игроков, как я, совершенно не для прокачки. Что у нас еще? Призрачный виток можно качать, но, наверное, да, свой PvP-билд улучшить. Я очень часто сейчас играю PvP именно в стойке атаки с призрачным витком, и вот мне очень нравится, какой он дает урон. Давайте коротко небольшой офф-топик по PvP, потому что я уже заснял достаточно много каточек своих в погоне за легендой, и я сейчас как раз нахожусь на золоте 5, я буквально вчера перешел на золото 5, буквально пару дней назад я перешел на золото 4. Я эти каточки записал и обязательно сделаю видеоролик-обзор в моем походе до легенды, друзья. Как я и говорил, друзья, каждый блогер, который делает обзоры на Diablo Immortal, должен дойти в PvP до легенды. Ну какой же это блогер, если он не легенда? В общем, ждите обязательно этот ролик, очень интересно, мне нравится мой PvP билд и как он работает. Я расскажу об этом в этих видеороликах по PvP. Ну, а дроп у нас, друзья, такой. В общем, зеркальные самоцветы для меня неудачные. Пишите в комментариях, какие они были для вас. И в телеграм-канале обязательно скриншотьте и постите свои дропы. У кого несколько этих бурлящих исходов, чтобы я позавидовал. Потому что, оказывается, мне не хватает еще одной копии. Блин, как же я мог так поступить. Мне надо было поставить на на третьем, на четвертом забеге я получил бурлящий исход. Ну, как ты это угадаешь? Как ты это угадаешь? Друзья, пишите в комментариях, что думаете. Ну и, конечно же, проверьте, что вы подписаны. И не забудьте поставить лайк этому видео. Это очень-очень помогает развитию канала. Нам осталось совсем чуть-чуть до 1000 подписчиков. Ну, конечно, увидимся с вами в следующем ролике.